Андрей Ломачинский. Записки судмедэксперта. Борщ с пивом. Заговорив о крупногабаритных случаях, сразу вспоминаю еще одну историю. Дело было в клинике факультетской хирургии. Факультета специализировалась в основном на ургентной абдоминальной хирургии. Поясню, что это такое. Это когда в животе какая-то проблема, требующая немедленной операции. Ну там аппендицит, ущемленная грыжа или, например, когда камень в желчном пузыре отток желчи закупорил, та обратным ходом в кровь пошла, а сам пузырь вот-вот порвется. На хирургическом жаргоне все это называется острый живот. В военно-медицинской академии, сокращенно ВМА, тогда имелись свои машины скорой помощи, которые привозили тематических больных. Вылавливали по всему городу случаи, попадающие под профильность клиник и необходимые для демонстрационных целей учебного процесса. Так вот, дежурный капитан Клинорд, который попал на этот вызов, буквально через минуту после осмотра больного позвонил назад в клинику, истерически требуя срочно прислать вторую машину со специальными носилками и 4 курсантов ему в помощь. Срочно! Очень срочно, потому как остановлено движение поездов на Петроградской ветке метрополитена. Михаил Александрович демонстрировал острейший живот, хотя в бытовом понятии его живот был плоским, как аэродром, и зыбучим, как бархан. Эта безмерная желтая масса заполнила почти весь проход в вагоне остановленного поезда метро. Там, если не считать доктора, больше никого не было, а тетеньки в форме и менты отгоняли зевак, столпившихся на перроне в момент переполнившейся станции. Сам Михаил Александрович уже не вставал, а вытащить его за руки и за ноги из вагона не смогли, как и не смогли его уместить на обычные носилки, из тех, что имеются в медпункте каждой станции. Потому что при росте под 1,80 м вес Михаила Александровича приближался к 300 кило. Михаил Александрович был домосед, любитель дивана, телевизора и книжек. Работал он дежурным электриком-ЦПУшником, точнее оператором центрального пульта управления, ЦПУ, на какой-то мудреной подстанции. Из всех обязанностей ему вменялось главное – без устали сидеть по 12 часов на стуле в помещении без окон перед громадным пультом с бесчисленными лампочками. И если где какая лампочка замигает или потухнет, немедленно вызвать по тому месту дежурную бригаду. Сам Михаил Александрович ничего не чинил. Оплата на этом месте была так себе, и туда никто не рвался. Сидеть там было неимоверно скучно, а смотреть телевизор строжайше запрещено. Поэтому дежурный электрик слушал радио и постоянно что-то жевал, чтобы скоротать время. А вот добираться на работу было без проблем. Каждый день маленький автобус их подстанции, полугрузовая полупассажирская дежурная летучка, перед работой появлялась под окнами и услужливо сигналила, а после смены забирала Мишку домой. Впрочем, не его одного. Часто многих электриков так развозили. Однако, если остальных часто, то его всегда. Народ-то понимал, как тяжело их коллеге приходится. Такая вот полулегальная услуга – своего рода доплата за скуку. В этот день случилась беда. Впервые за долгие годы работы Александрович забыл свой тормозок. Здоровый сверток с котлетами, отварной картошечкой, яйцами вкрутую, бутербродами, 3 пакетами молока, а также дюжиной конфеток и кучей бубликов-сухариков, заботливо приготовленный его женой еще с вечера, так и остался лежать в холодильнике. Вместо него Мишка прихватил кулек сухой алебастровой штукатурки, что завалялось у него с незапамятных времен, и что он по случаю обещал кому-то на работе. По инерции взял сверток в руки и успокоился, хлопнул дверью и, тяжело отдуваясь, потопал до лифта. Жил он на 3-м этаже, но лифтом, сами понимаете, пользовался всегда. А про второй сверток, где завтрак, он же ленч, обед и полдник, как-то совсем забыл. К середине смены, когда подошло время главного перекуса, муки голода превратились в настоящую пытку. Мишка обшарил все ящики в ЦПУ, но не нашел там ничего, кроме несчастной замызганной карамельки. Смокча конфетку как можно нежнее и пытаясь растянуть удовольствие, он заглянул в мусорную корзину. Вчера жена дала ему курицу, и, может, там остались кости. Но нет, уборщица уже успела все опорожнить. Ко дну прилипла маленькая скрученная шкурка от сала. Это уж точно еще с прошлой недели.
Конфетка слизалась окончательно, обдав язык прогорклым повидлом. Через секунду во рту стало совсем пусто. Мишка воровато огляделся. За открытыми дверями никого. Он запустил руку в мусорку, бережно отодрал сальную шкурку и быстро сунул ее в рот. На приторный карамельный остаток горько наложился вкус соленого сала. «Дурне, як сало без хлыба», – вспомнилась ему тещина поговорка. И тут же шкварочка соскользнула в пищевод. Голода эти находки не утолили, даже наоборот, разбудили какое-то неистовое урчание в кишках, отчего ему стало совсем невыносимо. Мишка тщательно облизал конфетный фантик и, обреченно вздохнув, опустил его в мусор. Вообще, день этот оказался удручающе гадким. К концу смены прибыла дежурная бригада, радостно объявив, что у летучки движок дал клина, и завтра им из Горэнерго срочно пришлют другую машину. А на сегодня вся работа отменяется. Мишкиному сменщику уже позвонили. Из-за форс-мажора тот приперся на работу раньше и, наконец, отпустил голодного Саныча на все 4 стороны. Мишка запыхтел паровозом и быстро, насколько позволяла его комплекция, побрел на выход. Вообще-то он ненавидел самостоятельные поездки по городу, да и последний раз в метро спускался, пожалуй, пару лет назад. На полпути до станции одышка взяла свое, и Александрыч тяжело опустился на лавочку в первом попавшемся сквере. Через минуту мимо проскочил паренек, которому он принес алебастр. Заметил Саныча, сразу предложил зайти, пропустить по маленькой. Чего ж не зайти? С удовольствием. Мишка, словно переросток Винни-Пух, сглотнул слюну. В гости это хорошо. Благо идти всего до соседнего дома. И пытки лестницей не будет, хата на первом этаже. За заветной дверью вместо ожидаемых вкусных ароматов чего-нибудь жареного в нос ударил запах краски. К сожалению, жена у паренька уехала с детьми в отпуск, и тот временно холостяковал, занимаясь мелким квартирным ремонтом. Такая работа давала уважительную причину самому себе ничего не готовить. Главным местом ремонта была кухня. Из всех припасов, что супруга наготовила перед отъездом, осталась одна здоровая кастрюля борща. А мужики, они ведь в таких ситуациях частенько становятся как дети. Вначале съедят все второе, потом пожрут колбасу, а первое стоит, пока не скиснет, коли никто им его не греет и на стол в тарелочке не подает. Короче, к кастрюле борща даже хлеба нет. Единственную корочку пустили на занюх припрятанной чекушки водки. Хозяин увидел Мишкин голодный взгляд и подзадорил. «Мих Саныч, да ты ешь, не стесняйся. Хоть все съешь, все равно я этот борщ в унитаз вылью, пожалуй. Он завтра уже скиснет. Вручай, чего добру пропадать?» И Мишка ел. От пуза ел. Борщ был не густой, кислый, но в общем-то вкусный. Кастрюля быстро пустела. Его коллега смотрел на такое чудо и только ахал от восторга, подзадоривая его. Наконец голод отступил. Мих Саныч наелся. Благодарный хозяин вызвался проводить Мишку до метро. Побрели неспешно, чинно. Вот уж и станция. А на пятаке перед ней ларек, пиво в разлив. «Ну давай на прощание по кружечке». По кружечке не вышло. Вышло не то по 5, не то по 6, а может и побольше, кто их там считал. Хорошо, хоть рядом с точкой туалет, нужда не мучает. Простояли до закрытия. Белые питерские ночи незаметно крадут вечернее время. Наконец распрощались. Мишка поджал левой рукой живот и кое-как запустил правую руку в брючный карман. Обдавливаемая со всех сторон складками жира рука нащупала мелочь. Вот он, долгожданный пятак. Протискиваться через хищные створки Александрыч не любил. Он опустил монетку в крайний турникет, где проход шире. Пропыхтел мимо вахтера и осторожно стал на эскалатор, надежно перегородив его для всех желающих бежать вниз. Осталось самое страшное – сойти с эскалатора. Он завистливо посмотрел на стайку молодых студентов, весело прыгающих через гребенку где-то впереди. Опасная черта все ближе и ближе. Мишка сконцентрировался и сделал критический шаг. Тело закачалось, но ничего, не упал, не потерял равновесия. Слава богу, пронесло. Заранее подгадав место, где остановится вагон, из которого ему будет ближе всего выходить на его станции, Мишка остановился, невольно морщась от удивленных взглядов прохожих. Его фигура явно привлекала внимание. Впрочем, народу на станцию было немного, а вскоре подошел поезд, в котором тоже полно пустых мест.
Ну вот и проделана самая сложная часть его сегодняшнего вынужденного путешествия. Михсаныч уже успел пропотеть, словно на него вылили ведро воды. Он вздохнул с облегчением, прошел в вагон и, предчувствуя, как приятный холодный дерматин коснется его липкой спины, с наслаждением плюхнулся на сиденье. Наслаждение не получилось. Случилось нечто ужасное, как будто ему в живот вогнали кол. Острая боль пробила его. Та боль, что называют скручивающей. Он бы и скрутился, если бы не его телеса. Живот грузно сверзился на бок, потащив за собой все тело. Усидеть не было сил, и Михаил Александрович упал. А тут поверх боли вдруг нахлынула такая слабость, что и на помощь не позвать. Миша захрипел, потом жалобно заскулил. Народ повыскакивал с кресел, попытался его поднять. Все, что им удалось, так это перевернуть Мишу на спину. В этом положении ему лежать было даже тяжелее, чем на боку. Его хрип перешел в громкое сдавленное сипение пополам со свистом, как будто его тело подкачивали велосипедным насосом. Кто-то дернул стоп-кран, поезд завизжал тормозами, и из селектора послышался грозный голос машиниста. Уяснив, что происходит, машинист снова тронул поезд, пообещав скорую на ближайшей станции. На ближайшей станции прибежали 2 малохольных мента с носилками, но и они не смогли вытащить Мишу из вагона. Ситуация сложилась неприятная. Стоит целая ветка, в подземном городе образуется людской затор. Поэтому и завернули туда первую попавшуюся скорую, на счастье, с нашим Клинордом. Клинорд же оказался мужиком толковым, быстро распознал у этого гигантского толстяка острый живот, а не стандартную проблему с сердцем. Поэтому и решил эвакуировать больного в свою родную факультетку. Дополнительная помощь в виде 4 здоровых детин в курсантской форме с раскладными НШБ-2, носилками широкими брезентовыми по старой военно-снабженческой номенклатуре, поспела буквально за минуты. Носилки в проход рядом с телом не вставали, места мало. Пришлось под него подложить обычные носилки, да пару человек поставить по краям живота. Кое-как вынесли тушу из вагона и уже на перроне перевалили на НШБ. Потом на эскалаторе поставили головной конец на ступеньку, а ноги держали попеременно сменяясь и стараясь поддерживать тело по возможности горизонтально. Хорошо хоть что тетка выключала эскалатор, давая бригаде погрузиться и сойти. В скорую тащили его вшестером, и то руки аж болели от напряжения. Ну, наконец, туша в клинике. Толстенькие обычно повышенным давлением страдают, а тут низкое и дальше падает, а пульс наоборот растет. Ого, вот уж зашкалил за 130. Такое обычно при кровопотере. Дежурный хирург пытается сквозь жир прощупать живот. Руки врача топнут в гигантских складках, скрываются в мягких волнах жировой трясины. Наконец удается докопаться до брюшной стенки. Живот твердый, как доска. Если бы наш богатырь был бы раза в 3 полегче, он, пожалуй, бы завертелся ужом от боли, а так только пронзительно завизжав, судорожно забив кистями рук, словно выброшенный на берег кит. Ответственный хирург морщится. Клиническая картина не слишком понятная. Ну-ка, давайте ему сделаем лапароцентез. Это малюсенькая операция с сугубо диагностической целью. В животе делается небольшой разрез, потом в эту дырочку заводят крючок. Им цепляют переднюю брюшную стенку и поднимают ее палаточкой. В образовавшееся пространство вводят специальный инструмент – лапароскоп. Если нужно, чтобы было лучше видно, то дополнительно подкачивают брюхо стерильным газом и спокойно рассматривают все органы. Можно также засунуть обычную трубочку от капельницы, подсоединить к ней шприц и взять содержимое брюшной полости на анализ. Вообще-то в норме там сухо, всякая жидкость находится исключительно внутри кишок. Где-то в клинике нашли здоровый толстенный кусок акрилового оргстекла, больше чем 1,5 метра и 3 сантиметра толщиной. Промыли дезраствором, протерли спиртом, положили его на операционный стол, сверху покрыли стерильной клеенкой и простынями, а уж потом перекатили на него негабаритного больного. Сделали лапароцентез, подцепили брюшную стенку, крючок по самую рукоятку скрылся в жиру. Подтягивать эту массу пришлось 2, да и то без особого успеха. Внутри почти ничего не видно. В норме на внутренних органах лежит этакая кисейная сеточка с жировыми включениями. Большой сальник называется. Так вот, сальник у Михаила Александровича представлял собой лоснящиеся непроходимые тяжелые торосы белесого жира,
по которым бежала реденькая паутинка кровеносных сосудов. Дали в брюхо газ на максимум. Где-то по самому краю сальника появилась полоска жидкости. Попробовали отсосать шприцом пару миллиметров. Странная жидкость, красноватая, мутная. Поставили больному предварительный диагноз прободная язва желудка. Быстренько погружаем в наркоз и идем уже на настоящую лапаротомию. Операцию, где широко вскрывается передняя брюшная стенка ровно по срединной линии живота. Подошел анестезиолог с клинком-ларингоскопом. Сестра-анестезистка пустила по вене наркотик. Больной обмяк. Теперь надо быстро засунуть ему в трахею трубку, а потом специальными лекарствами-миорелаксантами отключить мышечный тонус и сразу же подсоединить к аппарату искусственной вентиляции. Человек буквально парализован и сам дышать уже не может. Воздух в его легкие будет подавать машина. Зато ничто не будет мешать хирургу работать. Легко сказать «быстро». У этого пациента и второй, и третий подбородочки имеются, и каждый потяжелее хорошей ягодицы будет. Да и шея какая грациозная, как у самого породистого Борова на пике от корма. Такое едва гнется и к быстрой работе не располагает. А сам жир... Жир – это депо для большинства лекарств. Не додай наркотика – умрет человек от болевого шока. Переборщи – умрет от передозировки. Нужную дозу обычно считают, исходя из веса тела. Нормального тела. А тут 70% жира. Он в силу своей химико-биологической природы поглощает лекарства как губка, а потом долго отдает их. Грань между очень мало и передозом становится весьма зыбкой, расплывчатой. И чем неясней эта грань, тем нервозней анестезиолог. Он играет желваками, стучит зубами и вместо строгих и понятных схем начинает рассчитывать только на собственную интуицию. Ну вот, наконец, наркоз дан. Аппарат работает. Ребята, поехали. Поначалу ведущим хирургом к столу встал подполковник Федоткин. Личность истероидная, осыпающая всех и вся какой-то нарочитой квазиинтеллигентностью. Словно молитву прочел собравшимся вокруг курсантам лекцию о том, что во всяком теле необходимо видеть свою скрытую красоту. Хирургические маски скрывают выражение лица, но слышно, что курсанты за спиной двусмысленно захихикали. Федоткин неуверенно полоснул скальпелем по операционному полю. Рана моментально развалилась, обнажив ярко-желтые, словно гранулированные края мощнейшего подкожного жира. На редкие сосудики наложили зажимы, и хирург полоснул еще раз. Никакой анатомии не возникло, просто желтый овраг заметно углубился. Руки подполковника скрылись в ране и неуверенно пошарили по дну. Везде монотонный подкожный жир. Федоткин промямлил нечто жалобно несуразное и опять резанул тело. Эффект тот же – жир. Федоткин поднял руки. «Случай тяжелый. Позовите профессора». Курсанты опять захихикали. Пришел профессор. Оценил обстановку. «Да, случай тяжелый. В прямом и переносном смысле. Рану прикройте стерильным, я омоюсь и продолжу. Вы станете в ассистенты». Через пару минут курсанты почтительно расступились. Капая первомуром на пол, профессор быстро прошествовал к операционной сестре, вытерся стерильным полотенцем, принял халат на плечи, сунул руки в подставленные перчатки. Кто-то услужливо завязал поясок, кто-то поправил ему очки. Шаг к столу, и операция понеслась с невиданной скоростью. Вот уж видна белая линия живота, прочное сухожилие, что разделяет брюшную стенку на симметричные половинки. Этот апоневроз вскрывается буквально одним движением, словно это не профессор медицины, а скрипач на сольном концерте. Руки ассистентов сдвигают тяжелый пласт сальника, и под ним появляется борщ. Точнее, плавающие в борще кишки. А по операционной тут же разносится мощный запах пива. Кто-то из курсантов растерянно бормочет: «Жигулевская, поди». Профессор недовольно бросает: «Это кто тут такой знаток?» И на болтуна дружно зашипели. Всех сейчас больше волнует не сорт пива, а сама причина нахождения этого винегрета в брюшной полости. Неужели и вправду прободная язва, где в желудочной стенке образуется свищ, через который изливается содержимое? Нет, все проще. При ревизии желудка никакой язвы не нашли. Желудочек был, правда, что надо. Объем нормального желудка около литра, 1,5. Этот же куда более 3. Бурдюк, а не желудок.
На человека, прошедшего курс нормальной анатомии, такой производит впечатление, пусть даже пустой. И на передней стенке этого вместилища, где-то сантиметров 5 от малой кривизны, находился огромный в ладонь разрыв. Заполненный до отказа борщом и пивом желудок элементарно лопнул, когда Михаил Александрович плюхнулся на сиденье в метро. Разрыв ушили, брюхо промыли от борща. Потом долго боролись с инфекционными осложнениями. Но выжил наш гигант. За долгий и мучительный послеоперационный период даже весу порядочно сбросил. Перед выпиской на нем громадными лопухами висела излишняя кожа. Здесь, правда, Ночкав один секретик сотворил. Ушил он нашему толстячку желудок весьма хитро, так что от 3-литрового бурдюка остался маленький мешочек с кулачок. Хочешь не хочешь, а всю оставшуюся жизнь ему максимум по полмиски супчика кушать придется. Больше за раз не влезет. Самое радикальное средство от ожирения. Тут бы и позубоскалить насчет неумеренного обжорства, да не получается. Болезнь это. Нельзя обжорство списывать исключительно на личную распущенность, хоть таковая и важнейший фактор. Тут и генетика, и психология тоже свою роль играют. На самой милой кафедре академии, кафедре детских болезней, довелось нам видеть такую картину. Железную решетку и плачущих за ней детишек. Плачущих от голода. Потому как эта мирная кафедра делала большую военную науку. Изучала влияние того самого питания на становление армейского призывника. Ведь каждый солдат когда-то был ребенком. А то, что иные будут негодны к призыву, становится порой ясно уже в весьма раннем возрасте. Или ограниченно годны. То, что вырастает с таких детей, солдатам можно назвать только в издевку. Ни отжаться, ни пробежать, ни подтянуться не могут. При том, что ничем не больны. Единственная причина их инвалидности – лишний вес. Вот и создали специальное отделение, где пытались таких детишек лечить. Мы приходили на кафедру и слышали голодный плач упитанных 80-килограммовых крепышей, что тянули к нам из-за решетки ручки с мольбами: «Солдатик, дай конфетку!» А решетка в этом деле совершенно необходима, чтобы сердобольные детки из других отделений им свои печеньки не отдавали. Крепышам же маминых передач не дозволялось, да и самих мам старались в это отделение нечасто допускать. Ведь пытка голодом, пусть даже частичным, для матери порой куда тяжелее, чем для ребенка. В сталинское время таких практически не было. Появились они под закат хрущевской эпохи, в брежневское время обозначились как проблема, а после перестройки словно плотину прорвало. Излишний вес сейчас у каждого 5-го россиянина, пусть и не до такого экстрима, как у Михаила Александровича. Поэтому хочется дать всем мамам один простенький совет. В 99% случаев, если ваш ребенок не доел, не заставляйте. Большую этим пользу ему сделаете. Кушай хорошо, вырастешь большой. Это палка о двух концах. Вырастешь большой в любом случае, но если очень хорошо кушать, то запросто можно вырасти очень большим. Ведь несознательно взрослые частенько меряют детские порции, исходя не из потребностей своих чад, а исключительно из собственного представления о таковых. Кощунственно это или нет, но живем мы в век продуктового изобилия, а поэтому, пока этот век длится, то место несъеденной каши в помойном ведре, а не в желудке. Ведь количество лейкоцитов, жировых клеток, закладывается до 5 лет, а всю остальную жизнь мы лишь меняем их качество, усиленно накачивая туда жир. Вот когда таких клеток много, да еще и заполнены они под завязку, и получаются 3-центнеровые мехсанычи с рисками лопнуть, всего лишь присевши в метро.